Привет! Наконец-то поговорим про дженерики. Кто-то очень ждал их появления в языке, кто-то наоборот считает их бесполезной фичей, которая только усложняет код. Но я думаю, все согласятся, что это самое значительное изменение в языке с версии 1.0, поэтому пройти мимо данной темы просто невозможно. Сначала на простых примерах я покажу, что такое дженерики и в каком виде они представлены в языке. Затем я покажу пример кода, на котором видно, почему так много людей противилось данному нововведению. И напоследок покажу пару маленьких библиотек на дженериках, которые позволяют не тратить время на написание рутинного кода и сфокусироваться на бизнес-логике. Полезные ссылки по темам, которые поднимаются в ролике, вы найдете в Telegram-канале и на Discord-сервере. Большое спасибо всем тем, кто подписывается не только на YouTube-канал, но также присоединяется к Телеграму и Дискорду. Ссылки на них вы найдете в описании. Также я хочу с вами поделиться, что ролики на данном канале я делаю не один. За каналом Defer Panic стоит небольшая команда энтузиастов, которые занимаются проектом в свободное от работы и прочих дел время. У нас есть цель и даже конкретные планы выпускать видео чаще, а также пробовать прочие форматы, не только туториалы и не только Go. Но сейчас мы уже упираемся в лимит ресурсов – временных, человеческих и, конечно же, финансовых. Специально для тех, кто хочет поддержать канал Defer Panic, я запустил страницу на Boosty. Подписчики на Boosty не только поддержат канал и ускорят его развитие, но также взамен получат ништяки. Один из них – это ранний доступ ко всем новым видео. Для зрителей за пределами России есть возможность поддержать нас на Патреоне. Все ништяки и цены те же самые. Все ссылки вы найдете в описании. Что ж, пора приступить к сути ролика. Идея обобщенного программирования заключается в том, чтобы единожды написать код, который может работать со множеством разных типов, соответствующих заданным ограничениям. Например, можно только один раз реализовать алгоритм сортировки чисел, но применять его к разным видам чисел, вместо того, чтобы реализовывать его отдельно для интов, юинтов, флоутов и так далее. То, что это должны быть числа, как раз и является ограничением в данном случае. Дженерики — это также одна из форм полиморфизма. Давайте разберемся на примере из официального туториала. Представьте, что у вас есть функция, которая считает сумму значений в мапе. В какой-то момент вам захотелось начать считать такую же сумму, но уже для вещественных чисел. Как видите, за исключением типа числа и имени функции, в остальном сам ints и сам floats идентичны. Было бы круто иметь только одну функцию для суммы, чтобы сократить код и поддерживать тоже только одну функцию. И там числа в конце концов. Чтобы это было возможным, в Go 1.18 появились параметры типа. Это похоже на обычные параметры функции, но работают они немного на другом уровне. Каждый type параметр имеет ограничение или constraint, который определяет допустимый набор типов. Constraint — это как уже знакомые вам интерфейсы, но для дженериков. Во время компиляции вместо этого множества типов подставляется тот, что используется фактически. С параметрами типа достаточно написать единственную функцию для суммы чисел. Здесь k и v являются параметрами типа, а m — параметром функции. Comparable и int64 палка float64 — это ограничение на типы. Comparable, встроенный в язык, начиная с версии 1.18, ограничение, захватывающее буквально все типы, для которых уместны операторы сравнения. int64 float64 означает, что тип может быть либо int64, либо float64. M, как я уже сказал, это параметры функции. Вызываться такая функция может следующим образом. Либо вот так, поскольку в данном случае компилятор способен самостоятельно вывести и подставить типы. Вместо того, чтобы писать громоздкие ограничения в сигнатуре функции, можно их объявить отдельно и давать им имена. Тогда функция, объявленная выше, может преобразиться в следующее. Кроме того, мы можем сообщить, что нас интересуют не только типы, перечисленные внутри констрейнта, но и все производные от них. Кто-то из вас, кто пишет на Go какое-то время, может возразить: но ведь в языке уже есть инструмент для обобщенного программирования – пустой интерфейс. Вы правы. Однако дженерики в Go 1.18 все же дают больше гарантий из коробки, позволяя писать меньше кода. Давайте посмотрим, как будет выглядеть функция поиска минимального значения в слайсе на пустых интерфейсах и type assertion. Код получается очень громоздкий и обладает богатым потенциалом для багов. С type параметрами точно такая же функция будет выглядеть вот так. Еще раз, использование дженериков в таких случаях не просто удобнее, но и безопаснее.
Одна из проблем Go, которую отчасти могут помочь решить дженерики, это большое количество бойлерплейта, то есть рутинного кода, который от модуля к модулю или от проекта к проекту практически не меняется. Примером бойлерплейта может служить репозиторий данных. До Go 1.18 разработчикам приходилось либо писать каждый репозиторий вручную, либо использовать кодогенерацию. Благодаря дженерикам возможно один раз написать код, реализующий простой CRUD репозиторий. Давайте объявим абстрактную сущность. Для каждой сущности нас интересуют следующие возможности. Во-первых, мы хотим получать ее ID. Во-вторых, нам пригодится метод для записи ID сущности при ее создании. Ну и метод для обновления сущности в случае, если мы захотим обновить какие-то ее поля. TypeUpdates — это просто алиас на мапу. Здесь any — это алиас на пустой интерфейс, который появился в языке, начиная с версии 1.18. Сам репозиторий будет представлен в виде простенькой структуры. К имени репозитория мы добавляем type-параметр e, для которого установлен constraint entity. Таким образом, наш репозиторий будет работать только с сущностями, которые реализуют интерфейс entity. Mutex нужен для организации конкурентного доступа к репозиторию. Storage — это одновременно и хранилище, как следует из названия, и индекс по этому хранилищу. Также мы указываем type-параметр в конструкторе. За исключением некоторых синтаксических особенностей, методы репозитория будут выглядеть знакомо. В create мы генерируем ID для сущности, устанавливаем его с помощью метода setID и кладем в storage, который является у нас мапой. Read выглядит очень просто. Мы также навешиваем mutex. Логика чтения вынесена в отдельный приватный метод. Это нужно для того, чтобы использовать эту логику в других методах репозитория, таких как update и delete. Как раз таки update пытается вычитать сущность из хранилища. Если она найдена, то у нее вызывается метод update, в который передается мапа updates, переданная в метод, собственно, update, и обновленная сущность по тому же ID-шнику записывается в storage. Delete также вычитывает сущность из хранилища. Если она там присутствует, то сущность удаляется по ее ключу. Использование такого репозитория мало чем отличается от традиционно написанного. Единственное заметное изменение, что нам необходимо явно указывать тип данных, который будет храниться в репозитории. Это связано с тем, что у конструктора нет аргументов и у компилятора нет возможности, исходя из типов данных у аргументов конструктора, вывести и поставить нужный тип автоматически. У сущности юзера нам необходимо реализовать метод update, который возвращает обновленную сущность в соответствии с переданными изменениями. Поговорим немного о магии, ведь код, который мы только что с вами написали, выглядит как настоящая магия. Кстати, в программистском сленге у данного слова есть вполне конкретное значение. Магия — это код, благодаря которому сокращается рутина, но появляется больше неявного поведения. Причем первое без второго встречается очень редко. Использование магии при хотя бы концептуальном понимании, что происходит у этой самой магии под капотом, это сочетание, при котором можно писать эффективный и предсказуемый код за более короткое время. Однако у магии в коде очень часто встречается одно крайне неприятное свойство. Достаточно попытаться сделать с помощью магии что-то хоть немного нестандартное, то есть то, что авторами магического кода не задумывалось, все вокруг начнет рушиться. Что если нужно будет сделать join? Или если нужно будет завернуть какую-то последовательность операций в транзакцию. Таких нестандартных сценариев настолько много, что их невозможно предусмотреть все. Да, можно написать обертку, расширяющую возможности исходного репозитория, но со временем сложность и количество обертки может вырасти настолько, что выяснится, что было бы лучше изначально написать репозиторий в лоб без всякой магии. К чему я это все? Конечно, когда есть дженерики, соблазн написать репозиторий один раз и переиспользовать его везде очень велик. Но, как говорится, когда у тебя в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями. Дженерики, как и любую магию, стоит использовать только тогда, когда других, более простых вариантов не остается. Так все-таки, когда их использовать, а когда нет? Во-первых, нужно понять, насколько компонент абстрагирован от предметной области. То есть, например, алгоритм обхода графа или реализация списка — это хорошие кандидаты на использование дженериков, а вот пользователь с разными ролями — нет. Во втором случае лучше выразить это либо через свойства сущности, либо завести отдельный тип для каждой роли, если они кардинально отличаются. Второй важный критерий — вы используете компонент или алгоритм со множеством разных типов данных,
При этом поведение компонента не зависит от конкретного типа. Например, список одинаково работает и для строк, и для чисел, и вообще для чего угодно. Если поведение компонента меняется в зависимости от типа, подумайте о том, чтобы просто использовать интерфейсы. С момента выхода Go 1.18 появился целый ряд библиотек, которые добавляют всякие маленькие полезные функции с дженериками в стиле функционального программирования. Одной из самых популярных является библиотека Lo. Чем же она может быть полезна? На самом деле юзкейсов, которые она покрывает, очень много, я покажу только часть из них. Представьте, что вам необходимо из слайса пользователей получить другой слайс пользователей, но содержащий только пользователей с правами администратора. Без Lo код будет примерно вот таким. Все довольно просто, но если вам необходимо сделать много последовательных фильтраций или других манипуляций с коллекцией, нагромождение циклов может сделать код плохо читаемым. Давайте посмотрим, как решение этой задачи может выглядеть с использованием Lo. Стало компактнее, не правда ли? Кроме того, код из императивного превратился в декларативный. Декларативный подход заключается в том, что мы описываем, что мы делаем, а не как. Представьте, что вы попросили официанта в ресторане бутерброд. Если вы просите его об этом императивно, вы опишете по шагам, что ему нужно сделать. Подойти к холодильнику, открыть холодильник, взять хлеб, взять сыр и так далее. Но официант, скорее всего, понимает, что нужно сделать, чтобы получился бутерброд, поэтому вы можете попросить его об этом декларативно. «Я хочу бутерброд с хлебом и сыром». Причем официант вряд ли будет его делать сам, но для вас это уже всего лишь детали реализации. Другая функция из библиотеки Lo, Map, возвращает слайс, состоящий из результатов применения функции к элементам исходного слайса. В данном случае это квадрат исходного числа. Функции из Lo в основном избавляют нас от необходимости писать тривиальные обработки коллекций и фокусироваться на более высоком уровне абстракции. Это еще один пример, где дженерики действительно повышают вашу продуктивность, но сохраняют читаемость кода. Другая библиотека от того же автора, Mo, позволяет вам использовать монады в Go. Если вы не знаете, что это такое, у меня для вас хорошая новость. Почти никто по-настоящему не понимает, что это. При этом мы с вами используем их буквально каждый день в своей работе. Если вы хотите разобраться в монадах без погружения в теорию категорий и другую сложную математику, я прикрепил ссылку на замечательный доклад Виталия Баргилевского, в котором он на пальцах и простым языком рассказывает о монадах и показывает всю их красоту. Монада Option позволяет сделать значение опциональным без использования хака с поинтерами. Это пригодится, например, когда вам необходимо объявить опциональные поля у структуры или вернуть значение из функции, которая может отсутствовать. Future — это контейнер для значения, которое может быть недоступно прямо сейчас, но будет доступно когда-то в будущем, либо произойдет ошибка, если значение никогда не будет доступно. Иными словами, Future представляет собой удобную обертку для выполнения асинхронных задач. Если, например, на чистом Go для ожидания единственного значения из гарутины вам необходимо объявить канал, передать его в гарутину, а затем правильно организовать чтение из канала, то с Future все становится проще. Можно, например, передать переменную с Future в другую функцию, а в ней уже просто вызвать Future Collect. Кстати, удобная обработка ошибок для Future также предусмотрена. Код может выглядеть знакомым для тех, кто программировал на таких языках, как JavaScript или Python. На самом деле я не рекомендую использовать такой подход для работы с асинхронным кодом в Go, поскольку для Go он не идиоматичен. Я лишь показываю, что так можно. Монады — это очень крутой инструмент в программировании, и теперь он доступен в Go благодаря дженерикам. Однако они могут обладать повышенным порогом входа для новичков в команде или в программировании вообще. Поэтому использовать монады, как и дженерики, рекомендуется вдумчиво и по необходимости. Давайте подводить итоги. Дженерики — это мощный инструмент для написания универсального кода. Они хорошо подходят для абстрактных и универсальных алгоритмов и структур данных, но могут принести проблемы при использовании на уровне предметной области. Благодаря дженерикам у нас теперь есть классные инструменты из мира функционального программирования, которые, тем не менее, стоит использовать осторожно. И, пожалуй, самый главный вывод.
Если есть возможность не использовать дженерики, не используйте их. Что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться, оставить комментарий и поставить лайк. Напомню, что полезные ссылки вы найдете в нашем телеграм-канале и на Discord сервере. Ссылки на них есть в описании. И большое спасибо всем тем, кто нас поддерживает.